Если раньше главными мировыми автомобильными рынками для продажи новых машин считались Америка и Европа, там задавали тренды, решалось, каким будет будущее массовых машин. Но время изменилось. Сегодня главный фокус сместился на Китай. Именно здесь разгорается самая упорная борьба за покупателя. И сейчас все почаще конкретно Китай становится точкой тяготения глобальных автогигантов. И неудивительно, рынок огромен, стремительно развивается, а спрос на гибриды и электромобили здесь особенно высок. Посмотрите сами, такие крупные бренды, как Mazda и Toyota, выбирают именно китайские автовыставки для премьеры своих глобальных моделей. При этом некоторые автомобили создаются практически специально для китайского покупателя с учетом местных потребностей и требований. Tesla, Volkswagen и Audi уже давно показывают, что Китай для них не просто рынок, а зона стратегического внимания. Последний пример – Tesla с ее удлиненной версией Model Y или универсал Audi i5, который показали именно для Китая. К этому списку теперь присоединилась и Volvo. Компания решила вернуть имя некогда популярного универсала XC70, но в новом формате, в виде кроссовера, ориентированного прежде всего на китайского покупателя. На днях в Китае состоялся полноценный дебют модели. Наконец-то раскрыты все характеристики и детали интерьера, которые в последние месяцы тщательно держались в секрете. Многие сразу скажут, китайские Geely уже давно выкупили Volvo, но не торопитесь вешать ярлыки. Geely, конечно, владелец, но за разработки, качество и производство здесь отвечают именно шведы. Итак, говоря о новом авто, мы говорим о сочетании шведской надежности и ресурсов крупного китайского концерна. Под капотом мощная гибридная установка, которая развивает до 462 сил и предлагается как в переднеприводной, так и в полноприводной версии. А запас хода до 1200 км на одном баке. И хотя поначалу кроссовер нацелен на Китай, Volvo не исключают, что он может показаться и в Европе. Кроссовер построен на модульной платформе SMA, уже используемой на других моделях концерна Geely. На выбор предложат две версии подключаемого гибрида, каждая со своими особенностями. В основе обеих моделей лежит 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 163 силы и крутящим моментом 255 ньютон-метра. Этот мотор – результат совместной разработки инженеров Geely и Volvo. Хотя основной его фокус – работать как генератор и заряжать аккумулятор. В некоторых ситуациях, когда требуется максимальная производительность, двигатель может непосредственно передавать тягу на передние колеса через трехступенчатую трансмиссию DHT. Основную работу, как и у всех современных гибридов, выполняют электродвигатели. В базовой версии он один и расположен на передней оси, выдавая 145 лошадей. Общая мощность достигает 318 сил, а разгон до 100 км в час при массе 2110 кг занимает 8 секунд. Литий-железо, фосфатная батарея на переднеприводных версиях имеет емкость 21,2 кВт-часа. Этого хватает, чтобы проехать до 116 км на чистом электричестве по китайскому циклу. Для тех, кто хочет полный привод, предусмотрена версия с дополнительным электромотором на задней оси мощностью 212 сил. Суммарная мощность такой установки достигает 462 лошадиных сил, а кроссовер массой 2275 кг набирает первую сотню за 5,3 секунды. Аккумулятор в полноприводной версии уже никель-кобальт-марганцевый с емкостью 39,6 кВт-часа, что обеспечивает электрическую дальнобойность до 180 км. Кстати, батареи поставляет Kettle. В гибридном режиме с полностью заправленным баком на 60 литров автомобиль способен проехать до 1200 км. Расход топлива в гибридном режиме при полностью заряженной батарее производитель заявляет 1,3 литра на 100 км. Максимальная скорость, как и все современные модели Volvo, ограничена 180 км в час. При этом предусмотрена быстрая зарядка постоянным током, с помощью которой можно пополнить батарею с 0 до 80% за 23 минуты. Еще одна интересная возможность. Гибрид может питать внешнее устройство мощностью до 6 кВт, что удобно во время выезда на природу или кемпинга.
Внутри нового кроссовера Volvo чувствуется необычная смесь скандинавского минимализма и современного подхода, который мы уже привыкли видеть у некоторых китайских моделей. При этом интерьер явно отличается от последних Volvo, вроде XC60 или XC90. Цифровая часть салона включает 12 и 3-дюймовый приборный дисплей для водителя и большой 15 и 4-дюймовый центральный экран. Производитель отмечает, что горизонтальный формат последнего дисплея позволяет одновременно следить за навигацией и управлять другими функциями автомобиля. Также доступен большой проекционный 92-дюймовый дисплей с дополненной реальностью. Количество физических кнопок сведено к минимуму, даже на двухспицевом руле их почти нет. Зато есть интересные и практичные решения. Многофункциональная центральная консоль может разделять пространство между передними сиденьями или оставлять открытым. Из-под переднего подлокотника выдвигается крышка из натурального дерева ясеня, которая соединяется с полкой на центральной панели, образуя удобное место для хранения и небольшой выдвижной столик, закрывающий 2 подстаканника. Также на консоли предусмотрены площадки для беспроводной зарядки телефонов. Для любителей качественного звука предусмотрена опциональная аудиосистема Harman Kardon с 23 динамиками. Передняя панель сочетает в себе стильные тканевые вставки, а в дверях и сиденьях предусмотрены удобные ниши для хранения. Сиденья обтянуты качественной искусственной кожей, а в топовых версиях – мягкой кожей Nappa. Фирменные передние кресла продуманы до мелочей. Равномерная поддержка от плеч до бедер делает дальние поездки комфортными, а 12 электрорегулировок, включая поясничную поддержку и память положений, позволяют подстроить их под себя идеально. К тому же передние сиденья оснащены обогревом и вентиляцией. Дополнительный уют в салоне дополняет 6 вариантов фоновой подсветки, вдохновленных скандинавской природой. Кроме того, кроссовер получил улучшенную систему очистки воздуха. Система постоянно отслеживает уровень вредных выбросов снаружи. Если концентрация выхлопных газов или других вредных веществ становится слишком высокой, автомобиль сам закрывает воздухозаборник. Простыми словами, машина следит за тем, чтобы в салоне всегда был чистый воздух. Багажник предлагает 408 литров за задними сиденьями и может быть расширен до 1456 при сложенном втором ряду сидений в соотношении 60:40. Volvo разработала новый XC70 с колесной базой 2895 мм. Это на 30 мм длиннее, чем у XC60. Общая длина кроссовера составляет 4815 мм, что на 107 мм больше младшей модели. Высота осталась прежней – 1650, а вот ширина неожиданно уменьшилась почти на 10 см и теперь составляет 1890 мм. Дорожный просвет автопроизводитель не называет, указывая только, что он увеличен, но если брать за ориентир XC60, где он составляет 204 мм, то можно предположить, что клиренс у новинки будет на таком же уровне или немного выше. Углы въезда и съезда 18 и 21 градус соответственно. Новинка получила амортизаторы с переменным демпфированием. Они сами подстраиваются под дорожное покрытие и меняют жесткость. Что касается экстерьера, передние фары Молот Тора – одна из самых узнаваемых фишек последних Volvo. Их дизайн вдохновлен скандинавской мифологией. Световые элементы в форме молота напоминают оружие бога Тора. Спереди привычной радиаторной решетки нет. Вместо нее закрытая сплошная панель, которая сразу намекает на электрифицированный характер автомобиля. Позади все четко и геометрически. Вертикальные фонари, плавная линия крыши и удлиненная колесная база делают силуэт более вытянутым и сбалансированным. Нижняя часть кузова обведена хромированной вставкой, а колеса могут быть от 19 до 21 дюйма в зависимости от комплектации. Все модели бренда давно зарекомендовали себя как образец безопасности, и новый автомобиль не станет исключением. Он получит целый набор современных систем активной безопасности, призванных не только облегчить вождение, но и предотвратить потенциально опасные ситуации. Компания оснастит новинку технологией Safe Space, которая постоянно следит за ситуацией на дороге, радары. Камеры и датчики помогают вовремя заметить опасность и при необходимости смягчить последствия столкновения.
Особенно полезно это в городских условиях, где пешеходы и велосипедисты могут появляться буквально из ниоткуда. Например, функция оповещения об открытии двери подскажет, когда безопасно выйти из машины. Для удобства водителя XC70 предлагает разумные помощники: автоматическое изменение полосы движения, парковка и активная навигация. И самое приятное – все эти функции можно поддерживать в актуальном состоянии благодаря обновлению по воздуху. Однако Volvo не полагается только на датчики и радары. Безопасность пассажиров здесь строится на крепкой конструкции кузова. В сочетании с ремнями и подушками безопасности, а также с энергоемкими зонами спереди и сзади, это помогает смягчить последствия при столкновении. Каркас распределяет силу бокового удара, а конструкция сидений снижает риск травм при столкновении сзади. Производство нового кроссовера уже отлажено в Китае, и полноценный старт продаж запланирован на 26 сентября. Но предварительный заказ можно оформить уже сейчас. Базовая версия с передним приводом оценивается примерно $42 тысячи, а за вариант с полным приводом придется выложить от 46 тысяч. Компания пока не раскрывает точных планов по выводу XC70 на другие рынки, включая Европу, но не исключает такой возможности в будущем. Если наш обзор вам понравился, ставьте лайки и делитесь мнением в комментариях. В мире автомобилей всегда что-то новое, и мы готовы делиться с вами самыми свежими новинками. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Желаем удачи на дорогах и безопасных путешествий.